Непризнание Лукашенко и его правительства – наш следующий шаг. President can be considered illegitimate, but still be recognized by the world powers? Непризнання ураду як такого повноцінного не відбулося. И именно решение о непризнании диктатора и его правительства позволит этого добиться. Превратить режим Лукашенко в политический и юридический ноль. Мы будем працаваць над непризнанием режима. В последнее время в повестке демократических сил все чаще звучит тема официального непризнания Лукашенко. А также, это очень важно, и его правительство. И не просто звучит. Вокруг этой концепции развернулась целая кампания. НАУ, демократические силы, направили совместные письма с этим призывом в ряд политических институтов дружественных Беларуси стран. Белорусская активистка из США Маша Забара запустила аналогичную петицию к руководству более чем 40 стран мира. Обязательно подпишите ее. Это крайне важная для приближения нашей победы инициатива. Вопрос об официальном непризнании диктатора и его правительства раз за разом поднимается на наших дипломатических встречах и интервью для белорусских и зарубежных СМИ. Эту необходимость уже озвучивают мировые политики. Роберт Менендес, Даниэль Фрид, Найджел Гулд Дэвис, Габриэлюс Ландсбергис. При этом мы видим, что сама концепция непризнания пока вызывает у многих белорусов вопросы. Сегодня мы попробуем на них ответить. К сожалению, нет. Легитимность означает согласие народа с властью, добровольное признание власти народом, признание ее права управлять и принимать от имени народа различные решения и законы, причем признание большинством. В случае с Беларусью критерии добровольности и большинства отсутствуют, поэтому режим Лукашенко для народа нелегитимен. Для народа. Именно народ Беларуси не признает режим Лукашенко и его право управлять государством, представлять белорусских граждан на международной арене. И народ заявил об этом на выборах и во время массовых протестов. Заявление о нелегитимности Лукашенко, непризнании результатов выборов сделали и множество стран мира. Однако за этими заявлениями не последовало главного – отказа де юре и де факто признавать Лукашенко и его правительство. И вот здесь наступает противоречие. По международному праву даже нелегитимная власть, то есть не признанная населением страны, не становится автоматически непризнанной за ее пределами. А отсутствие международного непризнания Лукашенко и его правительства сохраняет за ним возможность заключать международные соглашения. Например, интеграционные соглашения с Россией, угрожающие нашему суверенитету, сохранять членство в МВФ и получать от него миллиарды долларов, обладать политическим иммунитетом, мешающим признать режим террористическим и так далее. Хорошая новость в том, что существующая сегодня декларация и резолюция о нелегитимности Лукашенко – это одна из ступенек к непризнанию. Так как среди факторов для признания или непризнания правительства учитывается следующее. Имеется ли согласие народа с властью правительства? Пользуется ли оно поддержкой народа? Реализует ли и не нарушает права человека? Все это вопросы нелегитимности, ответы на которые нам очевидны. Таким образом, фактор нелегитимности и еще ряд других могут позволить конвертировать нелегитимность в международно-правовое непризнание. Это и есть наша цель. Не совсем. Возьмем соответствующую цитату из Акта о демократии. It is the policy of the United States to refuse to recognize Alexander Lukashenko as the legitimately elected leader of Belarus. Заметим, что здесь речь идет о Лукашенко как о незаконно избранном лидере. Термин «президент» не используется. Более того, в данном законе США нет ни слова о правительстве. Заключение международных договоров, членство в различных международных организациях и так далее, как минимум за правительством Лукашенко такая возможность сохраняется. То есть фактически оно остается признанным. Посмотрим на резолюцию Европарламента.
Там сказано, что он reiterates its non-recognition of the election of Alexander Lukashenko to the post of President of Belarus, considers the current regime in Belarus as legitimate, illegal and criminal. Вот здесь уже лучше. Европарламент не признает диктатора президентом, однако про правительство речи не идет. Вместо этого используется слово «режим». Но проблема в другом. Признавать или не признавать правительство могут только другие государства и их правительства, то есть исполнительная власть. Европарламент же может только рекомендовать. Но следовать этой рекомендации они не обязаны. При этом оба документа, безусловно, крайне важны. Ведь они дают мощную правовую основу и возможность для более решительных действий в направлении международно-правового непризнания Лукашенко и его правительства. Признание или непризнание государства или его правительства осуществляется другими государствами и их правительствами. Как правило, такая необходимость возникает, когда правительство приходит к власти неконституционным путем, как это и произошло в нашей стране. При этом учитываются такие критерии. Первое. Правительство независимо осуществляет действительное фактическое обладание государственной властью на соответствующей территории. Второе. Правительство легитимно пользуется поддержкой народа, реализует и не нарушает права человека и гражданина. Третье. Правительство установило демократический режим. Четвертое. В процессе прихода правительства к власти не было вмешательства иных государств во внутренние дела государства. Очевидно, что как минимум 2, а фактически все 4 критерия нарушены. Правительство Лукашенко нелегитимно и недемократично, а его власть держится на штыках силовиков и поддержке восточного соседа России. Признание или непризнание бывает индивидуальным, когда его осуществляет одно государство и его правительство, или коллективным, когда это делает группа государств и их правительств. Причем первое не исключает второго, и непризнание правительства Лукашенко со стороны, допустим, ближайших соседей вполне может привести к его непризнанию всем Евросоюзом, а также США, Канадой, Великобританией и их союзниками. Способов международно-правового непризнания также 2. Явно выраженное, когда признающая или не признающая сторона делает официальное заявление, или молчаливое, подразумеваемое, когда в отсутствии заявлений вторая сторона предпринимает соответствующие действия. Например, прекращает дипломатические отношения с непризнанным правительством. Сегодня нам важно добиться именно официальных заявлений о непризнании, так как в отсутствии таких заявлений и номинальном наличии дипломатических отношений правительства Лукашенко с государствами ЕС, США и другими, вопрос его признания остается открытым. Нет, несмотря на то, что наличие или отсутствие внешних сношений является важным показателем признания или непризнания правительства, закрывать диппредставительство в случае заявления о непризнании совершенно не обязательно. Во-первых, ключевое назначение диппредставительств – представительство государства в стране пребывания. Проще говоря, они нужны для поддержания связи в первую очередь между государствами. Республика Беларусь – признанное в мире государство, а непризнание ее нынешнего правительства ни в коем случае не влечет за собой непризнание Беларуси. Во-вторых, это подтверждает и мировая практика. Например, непризнание правительства Мадуро в Венесуэле не повлекло за собой закрытие диппредставительств ЕС. Колумбия, которая не просто не признала правительство Мадуро, но еще и заявила о признании Гуайдо, также сохранила около 10 своих консульств в Венесуэле. Фактически это превратит режим Лукашенко в юридический и политический ноль и поможет поместить его в экономическую изоляцию. Перечислим несколько, на наш взгляд, ключевых на данный момент последствий для ускорения краха диктаторского режима. Лишение режима доступа к средствам МВФ в размере 1 миллиарда
в выделенном в виде специальных прав заимствования, несмотря на то, что выделение уже произошло. Такая возможность сохраняется. Это первое. Второе. Лишение доступа еще к 3 миллиардам, выделение которых предполагается в следующем году. Третье. Лишение доступа к ресурсам МВФ перекроет режиму возможности выпуска любых ценных бумаг на международных рынках, включая российский, и значительно затруднит возможность межгосударственного кредитования. Четвертое. Признание юридически ничтожными любых международных договоров, заключенных непризнанным правительством, включая интеграционные соглашения с Россией, угрожающие нашему суверенитету. И пятое. Лишение Лукашенко иммунитетов, связанных с должностью главы государства, для дальнейшего продвижения вопроса о признании его режима террористическим. Главное, что нужно понимать, шансы есть. Именно поэтому Народное антикризисное управление и другие демократические силы активно действуют в этом направлении сегодня. В первую очередь по дипломатической линии, в ходе личных встреч с иностранными политиками, посредством официальных писем в зарубежные политические институты и так далее. Это важная работа, которая будет продолжена. Но не менее важно и массовое участие людей в поддержке и продвижении петиции Маши Забары о непризнании диктатора и его правительства. Десятки, сотни тысяч подписей гарантированно привлекут к петиции внимание СМИ, лидеров мнений и политиков. И они будут реагировать. Ссылку на петицию вы найдете в описании, а также в соцсетях НАУ, Павла Латушко и Маши Забары.